Ровесник Аллы Борисовны не желает высказываться публично, а уж тем более обсуждать политическую повестку. 74-летний Валерий Яковлевич Леонтьев предпочитает проводить холодные месяцы в Майами, где у него имеется собственный особняк. И время от времени наведываться в Россию ради хорошего заработка. Как говорится, коммуналка сама себя не оплатит. С весны 2022 года о Валерии Леонтьеве почти ничего не было известно. Артист поступил ровно так же, как другие убеганты. Бывший член жюри шоу «Голос 60» занял выжидательную позицию. Возьмем того же Дмитрия Нагиева для примера. Большая часть недвижимости популярного шоумена сконцентрирована в России. Сегодня он на всякий случай прикупил несколько квартир в Дубае. Но беспокоится. Поэтому Дмитрий время от времени публикует загадочные посты на личной странице в социальной сети, где прозрачно намекает на свою позицию. Восхищенные поступками Нагиева, украинцы не устают благодарить его в комментариях. Диме сложнее, а вот Валерию Яковлевичу много проще. Директор Леонтьева смело объясняет всем интересующимся, что 74-летний артист вышел на заслуженную пенсию. Какие еще вопросы? Иногда Леонтьев выступает, но здесь все по настроению. Никому, мол, ничем не обязан. Речь идет о закрытых вечеринках. Не только закрытых, но и сильно засекреченных. Мне удалось узнать лишь о нескольких. Но этой информации более чем достаточно, чтобы составить собственное мнение об артисте. Чтобы оплатить солидную коммуналку за майамский особняк стоимостью в 5 миллионов, Валерий Яковлевич время от времени предпочитает забывать о своем возрасте, а собирает в котомку все необходимое и едет сюда, то есть в Российскую Федерацию. Закрытые вечеринки, солидные гонорары, недвижимость в Москве. Цены на 40-минутное выступление Леонтьева чуточку снизились. Но в любом случае суммы озвучиваются немаленькие, что-то порядка 2,5 или 3,5 миллионов рублей. Поклонники умоляют Яковлевича отправиться в длительный гастрольный тур по всем городам РФ, но его приближенные сообщают, что после лавины отмен артист не решается, объясняя все возрастом и другими нюансами. Но на некоторые, конечно, самые выгодные, предложения все-таки соглашается. По сведениям КП, только в прошлом году Леонтьев наведался в столицу 3 или 4 раза. А осенью задержался здесь на несколько месяцев. Причина, как всегда, замыливается. Скорее всего, 74-летний артист пытался аккуратно избавиться от своей московской недвижимости, читать, как переписать на близких. В начале 2024 года большая часть уехавших старалась решить этот вопрос. Кто-то успел продать, другие якобы подарили многомиллионное имущество собственным супругам, родителям, дядям и тетям. Оплатили задолженности, обновили внутреннюю отделку, возможно, впервые в своей жизни встретились с соседями по лестничной клетке. И выдохнули. Уже в 2024 году Валерию Яковлевичу удалось пополнить семейный бюджет еще на 10 миллионов. Артиста пригласили в Дубай, где он в кожаных брюках в облипочку спел свой легендарный дельтаплан и вновь отбыл в Майами. От разговоров с прессой артист наотрез отказался, опять сослался на возраст и пошатнувшееся здоровье. Еще в начале 90-х годах публика впервые испугалась, когда Леонтьев появился на сцене с обновленным лицом. Позже выяснилось, что артист решился на блефаропластику, вследствие чего его веки перестали до конца закрываться, да и в целом многое нарушилось. В кулуарах поговаривают, что именно увлечение пластикой сильно подкосило Валерия Яковлевича. С тех пор, вот уже на протяжении порядка 30 или 35 лет, певец разгребает последствия. И продолжает совершенствовать себя. В пандемию, когда количество концертов значительно сократилось, он наконец-то вплотную занялся телом и лицом. Поправил Леонтьев все, что только возможно, включая колени. Как вам обновленный Валерий Яковлевич? Один, скрытый от посторонних глаз нюанс, по сей день мучает певца. Из-за обилия пластических операций у знаменитости сильно оттянулись мочки ушей. Именно поэтому сегодня Валерий Яковлевич решился на наращивание. Ведь благодаря своей роскошной шевелюре Леонтьеву удается скрыть этот неприятный дефект, обвисшие уши. А вы ждете публичных заявлений от Валерия Леонтьева? Да и вообще, ждете возвращения уехавших из России артистов?